Всем привет! С вами Анна. Ну что, я теперь точно волшебница, потому что создала самого невероятного, самого чудесного и самого волшебного гномика. Ни одной пришивной детали, только вязание и только наслаждение процессом. Как всегда, напоминаю, для тех, кто еще не подписался, подписывайтесь на мой телеграм-канал, чтобы быть в курсе всех последних новостей, касающихся моих мастер-классов. И, конечно же, присылайте фотографии своих работ, связанных по моим МК. Ссылочку на канал оставлю в комментарии под этим видео. Ну а теперь о нашем новогоднем чуде. Рост гномика с учетом колпачка около 50 сантиметров. Для его вязания я использовала пряжу, которая в намотке всего лишь 68 метров. Поэтому белой ниточки у меня ушло 2 мотка, чуть больше одного мотка розовой пряжи и совсем немножко на наш милый носик. Ну а для бороды я использовала 10 грамм вот такой ниточки. У вас просто не может не получиться это чудо. Я обязательно все подробно покажу и расскажу. И будьте уверены, связав такого гномика, можно пребывать в ожидании не только Нового года, но и новогодних чудес. Ну что, давайте уже приступать. Свое новогоднее чудо я свяжу из пряжи Alize Velluto. Сам гномик у меня будет беленький, варежки и колпачок розовые. Ну а для носика я буду использовать вот такой медовый цвет. Бороду гномику я сделаю из пряжи Пехорка детская новинка. Борода вашего гномика – это ваша фантазия. Подойдет любая ниточка, главное, чтобы она не осыпалась. А также можете использовать какую-то меховушку. В общем, творите. Что касается крючка, точнее крючков. Почему крючков? Вязать я буду крючком номер 6, но второй крючок это вспомогательный. У меня это 3,5. Я его подобрала, чтобы было удобно мне создавать бороду гномику. Ну что, сейчас мы с вами приступим к вязанию. Первое, что мы с вами свяжем, это ручка варежки. Начнем с варежки, значит, берем соответствующий цвет. У меня это розовый. И для начала нам необходимо набрать цепочку из 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И еще одну 7-ю петлю, это будет петля подъема. Но, соответственно, вяжем мы 6 петель, да, это понятно. Начиная со второй петли, мы вяжем с вами сначала по ряду 5 столбиков без накида. Вводим крючок за полупетлю. 1, за вторую, 2, 3, 4 и 5 за 5-ю полупетлю. Дошли до 6-й. В нее мы будем вязать сразу 3 столбика без накида. 1, сюда же 2 и сюда же 3. Дальше мы с вами будем обвязывать нашу цепочку из воздушных петель с этой стороны, то есть вот так овальчиком, да, идем. Хотела сказать по кругу, по овальчику. Последнюю мы уже с вами связали 3 столбика без накида. Далее мы с вами вяжем сначала просто по ряду 4 столбика без накида. 1, 2, 3, также за полупетли захватываем, да? 4. И дошли до последней полупетли. И сюда мы с вами вяжем сейчас 2 столбика без накида. То есть у нас одинаковые закругления. С этой стороны мы сразу
3 столбика без накида провязали. С этой стороны, помните, мы начинали по ряду столбик без накида провязали. Нам еще необходимо сюда добавить 2 столбика без накида, чтобы нам было удобно поворачиваться, закругляться, и у нас все было симметрично. Соответственно, 2 столбика без накида. 1 и 2. И уже в этом ряду у нас с вами образовалось 14 петель. Отмечаем последнюю петлю ряда маркером. И теперь просто по нашему ряду вы уже можете самостоятельно, начиная со 2 по 4 ряд включительно, это 3 рядочка, вяжем по 14 столбиков без накида в каждом ряду, и мы с вами встретимся на 5 ряду. Связали 4 ряда, переходим к 5 и вяжем его так. Сначала по ряду нам с вами нужно связать 7 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И 8 петлю мы с вами будем вязать пышный столбик, чтобы создать такую имитацию отверстия для большого пальчика. Как мы это делаем? Накид на крючок, вводим крючок в 8 петлю, вытягиваем рабочую ниточку, на крючке 3 петли. Захватываем ниточку, провязываем через первые 2 петли. Снова делаем накид в ту же петлю, вводим крючок, захватываем ниточку, на крючке 4 петли. Рабочую ниточку захватываем, протягиваем через первые 2 петли. На крючке остается 3 петли. Снова накид, вводим крючок в ту же петлю, захватываем ниточку. На крючке у нас уже 5 петель. Снова провязываем первые 2 петли. На крючке остаются 4. Еще раз захватываем ниточку и провязываем через все 4 петли на крючке. Все, пышный столбик готов. Далее вяжем по ряду оставшиеся 6 столбиков без накида. И у нас в этом ряду сохраняются наши 14 петель. 2, так, 3, 4, давайте уж с вами довяжу, 5 и 6. Шесть. Немножечко поправляем. Вот он, наш большой пальчик на своем месте. Это мы с вами связали 5 ряд. 6 самостоятельно просто провязываем все те же 14 петель столбиками без накида, соответственно. И уже мы с вами увидимся на 7 ряду. На данном этапе у нас 6 рядов. Вот такая уже варежка получается. Клевая, классная. 7 ряд мы вяжем следующим образом. Сначала по ряду мы с вами делаем убавку. Далее вяжем 5 столбиков без накида по ряду. 1, 2, 3, 4, 5. Снова делаем убавку. И вяжем оставшиеся 5 столбиков без накида по нашему 7 ряду. 1, 2, 3, 4. Соответственно, у нас в этом ряду образуется уже 12 петель. И 5 столбик без накида мы не довязываем. Мы сейчас уже начнем ввязывать белую ниточку, ну или ту ниточку, которую вы будете вязать ручки гномика. У меня это белая, поэтому я ее захватываю. И уже буду вязать белой ниточкой. Розовую можно отрезать, оторвать, кому как удобно. Она нам пока не нужна. Кстати, можно все равно последнюю петлю ряда отметить.
Так, и смотрите здесь внимательно. Это мы сейчас уже будем с вами вязать 8 ряд. По периметру у нас 12 столбиков без накида. А что внимательно? А вязать мы его будем, не захватывая не всю петлю, а за дальнюю от нас полупетлю. Вот за эти стеночки мы будем, за дальнюю от нас полупетлю. И при этом давайте будем еще обвязывать хвостики вот эти оставшиеся, да, чтобы они у нас потом не вылезли нигде. Так, обвязывая хвостики, вяжем 12 столбиков без накида. Раз, за дальнюю полупетлю, вот сюда мы вводим крючок, переднюю не трогаем, вот эту, за дальнюю. Так. 2, за дальнюю. 3, за дальнюю. 4, так, за дальнюю. 5. Ну и давайте до конца уже ряда самостоятельно, да, понятно, за дальнюю полупетлю довязываем до конца. Сколько-то у нас еще получается? 7 столбиков без накида, да, если правильно посчитала. И мы с вами уже встретимся на 9 ряду. Закончили с вами вязать 8 ряд за дальнюю полупетлю. Смотрите, какая холёська уже вообще получилась. И вы видите, да, у меня 3 маркера. Сейчас объясню, ну это понятно, последняя петля ряда. Что я еще сразу решила отметить и показать вам, может быть, для удобства сделайте то же самое. Первую и последнюю полупетлю, которые мы не использовали. Вот мы сейчас сожмем, вот они. Вот наши полупетли идут, их видно, да, если согнуть. Чтобы в дальнейшем нам не сбиться, не запутаться, вот пока вы сейчас только начали, да, вывязывать ручку, я все-таки рекомендую не полениться и отметить маркером начало, да, вот первую полупетлю и последнюю, потому что потом мы будем здесь делать такой декор, да, для варежки. Итак, довязали до конца 8 ряд, нацепляли красивых маркеров. Что мы делаем с вами дальше? С 9 по 17 ряд включительно, это 9 рядов. Вяжете самостоятельно по 12 столбиков без накидов в каждом ряду, и мы уже с вами увидимся аж на 18 ряду. Все, отпускаю вас на какое-то время, бежите, балдейте. Так, и встретимся, да, на 18-м. 9 рядочков без изменений. И на всякий случай уточню, думаю, вроде понятно, но скажу. Все эти 9 рядов мы вяжем, захватывая петли целиком. То есть не за полупетли, все, уже обычно вяжем. Захватываем петлю, вяжем столбики без накида. Все, до встречи. 17 рядов провязали. Мы уже с вами близки к завершению вязания ручки нашего гномика. 18 ряд вяжем следующим образом. Сначала по ряду вяжем 2 столбика без накида. Раз и 2. Далее мы с вами делаем убавку. Далее вяжем 6 столбиков без накида. Раз, 2, 3, 4, 5, 6. И снова делаем убавку. В 18 ряду у нас, соответственно, образуется 10 петель. Эти убавочки мы делаем таким образом, ну, для симметрии, чтобы ручка потом не перекручивалась, когда мы будем ее закрывать. В общем, вот такой 18 ряд у нас получился. Так, 10 петель по периметру. В 19 ряду мы уже будем с вами закрывать ручку. Но до этого нам надо обязательно набить синтепухом. Ну, варежку так набить, чтобы ощущалось, что это варежка. Немножко здесь, не сильно плотно, чтобы, когда мы ввязывали ручки, гномик, знаете, чтобы они не торчали в сторону, а аккуратненько так по тельцу лежали.
Но перед тем, как набить и закрыть, сначала еще по 19 ряду нам с вами нужно провязать 4 столбика без накида, просто 1, 2, 3, 4. Я даже маркер не вынимала, не переставляю, потому что, собственно, все, он уже не нужен. Это мы провязали, еще раз говорю, чтобы у нас ручка закрывалась симметрично, да, и она у нас не перекручивалась, чтобы вот такую форму она приняла. Вот сейчас мы вот так будем с вами закрывать ее, провязывая за переднюю и заднюю стеночку 5 столбиков без накида, да, потому что у нас, соответственно, 10 петель по периметру. Но перед тем, как уже окончательно закончить с ручкой, вытягиваем вот эту петлю побольше, чтобы у нас она не убежала. И мы с вами сейчас оформим вот здесь варежку. Набитую ручку, с набитой ручкой неудобно это будет делать. Вот почему. В общем, повторяйте за мной, все будет хорошо. Для того, чтобы нам были видны эти полупетли и было удобно их обвязывать, нам необходимо сложить ручку вот таким образом. Вот в чем секретик, почему пока ручку не набили. У нас 12 полупетель. Обвязывать их мы будем полустолбиками с накидом. И начнем с самой первой. Вот первая полупетля, да, вот последняя. Мы будем вводить крючок в первую полупетлю. Захватываем ниточку. И вяжем полустолбиками с накидом. Делаем накид. Вводим крючок вот под следующую полупетлю. При этом еще хвостик буду обвязывать. Захватываем ниточку. Ну, вяжем, собственно, полустолбик с накидом. И я бы советовала не сильно туго их вязать. Ну, мне кажется, так красиво будет. Первый связали накид. Под вторую полупетлю еще наш хвостик. Так, 2. Накид. Под полупетлю. 3. Накид под полупетлю. 4. Такие свободненькие так. Ну, давайте пятую сделаем, обвязывая, а потом уже отпустим. Так, 5. Отпустим наш этот хвостик. Его просто потом ручку туда внутрь спрячьте, и все. 5 провязали. И уже не обвязывая хвостик, в принципе, я думаю, достаточно. Вяжем до конца самостоятельно, обвязывая еще за каждую полупетлю полустолбиком с накидом. Это и раз мы 5 провязали, вам еще 7 таких полустолбиков с накидом, и встречаемся. Решила с вами встретиться немножко пораньше, чтобы вы не сбились, да? Смотрите, когда мы провязали за последнюю вот полупетлю и сняли, я сняла уже маркер, это был 11 полустолбик с накидом, да? 12, соответственно, вдруг кто-то не поймет, 12 мы вяжем вот здесь, потому что здесь мы просто ниточку вытягивали, да? Мы еще не провязывали эту полупетлю, 12, вот как раз с которой мы начинали. В нее мы провязываем 12 полустолбик с накидом. Вот теперь у нас 12. И чтобы закончить наше оформление варежки, мы в первую петлю вводим крючок и вяжем соединительный столбик. Уже отрываем розовую ниточку. Она нам пока не нужна. Так. И, наверное, мы с вами еще давайте сделаем узелок. Все-таки соединительно сделали. И давайте нам еще разочек в эту же петлю введем крючок, сделаем узелок для надежности. Так, и нам надо спрятать. Смотрите, снова вот сюда же мы вводим крючок. Просто покажу, как красиво будет. Вот сюда вытягиваем эту ниточку. У нас вот здесь она так равномерненько распределится. И уже мы с вами потом иголочкой можем... Так, сейчас иголочку возьму. Не на камеру вставлю кончик. Просто покажу сразу быстренько. И смотрите, вот мы сюда его немножечко вывели, этот
узелочек. И вот сюда вставляем, уже, собственно говоря, прячем. Если она длинненькая, как у меня получилось, да, потом я еще раз ее просто спрячу и все. Ну, вот это место показала. И эту просто внутрь иголочкой тоже потом можно будет спрятать. Ну, вот именно это место мне хотелось показать, чтобы не было заметно вот этого узелочка, перехода. Смотрите, как аккуратненько, хорошо смотрится. Ну, это понятно, не пальцем, это я такой просто убираю, просто потом иголочка, чтобы время на это не тратить. Так, все. Возвращаемся к ручке, к варежке. Показала, как спрятали. Сейчас набью немножечко. Смотрите, вот у меня здесь она поднабита, а здесь, ну так, плотненько. А здесь она мягкая такая, не сильно набитая ручка. Все, я сейчас набью одинаково, и мы с вами уже закроем ручку, встретимся. Набиваем синтепухом и встречаемся. Набила нашу ручку, даже уже все кончики ниточек спрятал, ну, чтобы было красиво, эстетично вам показать. Так, все, закрываем, провязывая, соответственно, 5 столбиков без накида. Захватываем за переднюю, за заднюю стеночку и вяжем. Раз, передняя, задняя, 2, передняя, задняя, 3, передняя, задняя, 4 и боковая, последняя, 5. Все, отрезаем, отрываем ниточку. Мы ручки ввязываем, поэтому длинный кончик не нужен. Ну и, соответственно, закрепительный узелок. Делаем узелок. Так, вот такая ручка. Раз, ручка, 2. Вот такие красотульки. Вот так они выглядят. Вы вяжете еще одну, ну а мы приступаем к вязанию тельца нашего очаровательного гномика. Так, берем ниточку и начинаем с кольца амигуруми. Делаем кольцо амигуруми и провязываем в него 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Во втором ряду нам с вами нужно сделать 6 прибавок, то есть в каждую петлю провяжем по 2 столбика без накида. В результате образуется 12 петель. Раз, 2, первая прибавка. 1, 2, вторая прибавка. 1, 2, третья прибавка. Затягиваем колечко. 1, 2, четвертая. 1, 2, пятая. И 1, 2, шестая прибавка. Отмечаем последнюю петлю ряда маркером. И вяжем с вами третий ряд. И вяжем его так. Столбик без накида, прибавка. Повторяем эту комбинацию 6 раз. У нас с вами образуется 18 петель. Столбик без накида, первая прибавка. Столбик без накида, вторая прибавка. Вам повторить эту комбинацию еще 4 раза, и мы уже увидимся на 4 ряду. Довязали третий ряд до конца, ну а в 4 ряду нам с вами нужно 6 раз повторить следующую комбинацию. 2 столбика без накида, прибавка. В результате получим 24 петли. 1, 2, первая прибавка. 1,
2, вторая прибавка. Делайте так еще 4 раза и уже встретимся на пятом ряду. Пятый ряд вяжем следующим образом. 3 столбика без накида прибавка, повторяем комбинацию 6 раз и у нас образуется 30 петель. Раз, два, три, первая прибавка. Раз, два, три, вторая прибавка. Вам повторить эту комбинацию еще 4 раза, ну и увидимся на шестом ряду. Пятый ряд довязали до конца, в шестом ряду 6 раз повторяем следующую комбинацию. 4 столбика без накида, прибавка, и у нас образуется 36 петель. Раз, два, три, 4, первая прибавка. Раз, два, 3, 4, вторая прибавка. Вам повторить эту комбинацию еще 4 раза и увидимся на седьмом ряду. Седьмой ряд вяжем так. 5 столбиков без накида, прибавка. Повторяем эту комбинацию 6 раз. В результате получаем 42 петли. Раз, два, 3, 4, 5, первая прибавка. Раз, два, 3, 4, 5, вторая прибавка. Вы уже поняли, что, соответственно, повторяете так еще 4 раза и увидимся на восьмом ряду. Седьмой ряд довязали до конца. Что мы делаем в восьмом? В восьмом вяжем 6 раз следующую комбинацию. 6 столбиков без накида, прибавка, и у нас уже образуется 48 петель. Раз, два, 3, 4, 5, 6, первая прибавка. Раз, два, 3, 4, 5, 6, вторая прибавка. Вам повторить эту комбинацию еще 4 раза и увидимся на девятом ряду. Довязали с вами до конца восьмой ряд. Вот так сейчас выглядит начало тельца нашего гномика. И с этого момента вы какое-то время повяжете без меня достаточно долго, потому что вам нужно будет связать аж 18 рядов по 48 столбиков без накидов в каждом ряду. Это, соответственно, с 9 по 26 ряд включительно. И мы уже с вами встретимся аж на 27 ряду. Так что вяжите, наслаждайтесь процессом. Ну и до встречи, еще раз говорю, на 27 ряду. Без изменений по 48 столбиков без накида в каждом ряду. Ну что, отдохнули от меня. Связали уже вот такую часть нашего гномика. Сейчас мы с вами приступаем к вязанию 27 ряда. И вяжем его следующим образом. 10 столбиков без накида, убавка. Повторяем комбинацию 4 раза. У нас с вами образуется 44 петли. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. 10 провязали, делаем убавку.
Вы так делаете еще 3 раза, и мы с вами увидимся на 28 ряду. 28 ряд вяжем самостоятельно, просто 44 столбика без накида, и уже с вами встретимся на 29 ряду. Довязали до конца 28 ряд самостоятельно, да? И в 29 нам нужно 4 раза повторить следующую комбинацию. 9 столбиков без накида убавка, и у нас образуется 40 петель. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, первая убавка. Вам так сделать еще 3 разочка, и мы уже с вами встретимся на 30 ряду. Закончили с вами вязать 29 ряд. У нас по периметру 40 петель. Приступаем к вязанию 30 ряда. Сохраняется по периметру 40 петель, но в этом ряду мы с вами вяжем ручки и сформируем отверстие, откуда потом будем вывязывать носик нашего гномика. Итак, что мы делаем в 30 ряду? Сначала по ряду вяжем 5 столбиков без накида. Раз, два, три, 4, 5. Далее берем с вами наши милейшие ручки, берем одну ручку, ну смотрите, то есть вот сюда, да, большой пальчик будет смотреть, вот так мы сейчас связываем. И захватывая петлю на ручке и на тельце гномика, провязываем вместе 5 столбиков без накида. Захватили здесь на ручке, на тельце и провязываем. Раз, на ручке, на тельце. 2, на ручке, на тельце. 3, на ручке, на тельце. 4 и на ручке, на тельце. 5. Дальше мы с вами вяжем просто 5 столбиков без накида по ряду, обвязывая вот этот хвостик. Раз, два, 3, 4 и 5. Сейчас будем формировать отверстие для носика. Сначала мы с вами набираем цепочку из 5 воздушных петель. Раз, два, 3, 4, 5. По ряду мы пропускаем 5 петель. Раз, два, 3, 4, 5. Пропустили 5 петель. Сейчас еще раз. Раз, два, 3, 4, 5. И в шестую ввязываем уже цепочку. Раз. Дальше по ряду продолжаем. 2, 3, 4 и 5. Так, смотрите. Вот так выглядит отверстие. Да, у нас получается 5 петель и 5 воздушных петель. Вот здесь мы будем вывязывать носик. То есть сначала по ряду провязали 5 столбиков без накида. Дальше у нас 5 столбиков без накида с первой ручкой. Да, потом просто 5 столбиков без накида. Цепочка из воздушных петель, пропустив 5 петель по ряду. Снова 5 столбиков без накида. И пришло время ввязывать вторую ручку. И смотрите, внимательно ее ввязывайте. Да, то есть раз у нас носик сюда, получается, смотрит, потому что у нас будет только носик сюда смотреть. Глазки у нас отсутствуют в игрушечке. Вот так, чтобы большой пальчик сюда был. Смотрите, да, не перепутайте, как ввязываете ручку. Вот так это будет выглядеть. Так, и теперь мы провязываем, захватываем за петлю на ручке и на тельце. И еще сразу будем обвязывать хвостик. Так,
петля на ручке, петля на тельце, хвостик, в общем, все сразу. И 5 столбиков без накида. Раз, на ручке, на тельце, хвостик, 2, на ручке, на тельце, хвостик, 3, на ручке, на тельце, 4, и на ручке, на тельце, с хвостиком, 5. Немножечко здесь подтянуть, чтобы у нас на место встал. Так, довязываем до конца ряда оставшиеся 10 столбиков без накида и встречаемся. Довязали до конца 30 ряд. Сейчас смотрите, что делать. У нас по периметру сохраняется 40 петель. И в 31 ряду свяжите сначала самостоятельно 15 столбиков без накида, то есть до нашей цепочки. И по цепочке просто покажу, как мы будем провязывать в этом месте ряд. Мы с вами это сделаем самостоятельно. То есть сейчас в 31 ряду вяжете до нашей цепочки из воздушных петель. Это, соответственно, у нас получается 15 столбиков без накида. И встречаемся. Провязали по 31 ряду 15 столбиков без накида от начала ряда, дошли до воздушной цепочки. Здесь то же самое, мы вяжем столбиками без накида, только захватываем вот эти полупетли, да? То есть мы провязываем цепочку из воздушных петель. Продолжаем наш 31 ряд. Получается 15 провязали, 16, 17, 18, 19 и 20. И дальше вы довязываете по ряду до конца оставшиеся 20 столбиков без накида по нашему 31 ряду. 5, 5 и 10, да, все правильно. 20 столбиков без накида довязывайте. Смотрите, как дальше сделаем. Это мы закончим 31 ряд, да, все, он у нас будет обычный ряд, как и до этого мы всего гномика вязали, уже не обращаем внимания на отверстие. Так, это 31 закончим. И тогда, соответственно, самостоятельно с 32 по 35 ряд включительно, это 4 рядочка, по 40 столбиков без накида в каждом ряду мы с вами провяжем. То есть вы самостоятельно, я сама, да, и мы уже с вами увидимся на 36 ряду. 31 довязываем до конца, 32, 33, 34, 35 вяжем по 40 столбиков без накида и встречаемся. 35 рядов мы с вами провязали. Вот так уже вырос наш гномик. Сейчас предлагаю оставить в покое тельце гномика с белой ниточкой. И мы будем на данном этапе вывязывать носик. Берем ниточку, которой будете вязать носик. И смотрите, у нас внизу 5 петель. Наверху 5 полупетель. 5 плюс 5 – 10. И еще предлагаю захватить вот здесь сбоку, создать по одной петле, и у нас получится в первом ряду образуется 12 петель. Вводим крючок в первую петлю, захватываем ниточку и, обвязывая хвостик, вяжем наш носик столбиками без накида. Вяжем по ряду. Раз, 2, 3, 4. Захватываем вот здесь сбоку, формируем петлю, ковушечку. 5, чтобы дырочек не было, ну и красиво, чтобы носик у нас получился. Так. И теперь захватываем уже с вами полупетли. Сейчас разверну. Дальше мы с вами вяжем за полупетли. 6. Полупетлю надо захватить. Так. 7 и так далее.
довязываем до конца ряда и не забываем вот здесь сбоку тоже сформировать петлю. 7 провязали, еще получается нам 5 столбиков без накида. И встречаемся на этом месте, чтобы я на камеру долго не ковыряла каждую полупетлю, потому что надо прям посмотреть их внимательно. Довязываем самостоятельно этот ряд до конца и встречаемся. Смотрите, как наш носик сейчас выглядит. Очень похож на ротик. Я его чуть не назвала ротиком. Так, первый ряд мы провязали. У нас образовалось 12 петель. Да? Мы с вами 5 плюс 5 и 2 боковушечки. И последнюю петлю мы провязали. Да? Мы пришли в петлю, в которую вводили крючок и захватывали ниточку. Думаю, это понятно, чтобы вы не сбились. Да? Отметили петлю маркером. Я, кстати, немножечко вот здесь повозила с воздушной петли, пока цепляла. Так, приступаем к вязанию второго ряда нашего носика. Вяжем следующим образом. Столбик без накида, прибавка. Повторяем комбинацию 6 раз. У нас образуется 18 петель. Столбик без накида. Первая прибавка. Столбик без накида. Вторая прибавка. Вы повторяете эту комбинацию еще 4 раза, и мы уже встретимся на третьем ряду. В третьем ряду у нашего носика нам необходимо 6 раз повторить следующую комбинацию. 2 столбика без накида, прибавка, и у нас образуется 24 петли. Раз, два, первая прибавка. Раз, два, вторая прибавка. Вы делаете так еще 4 раза, и мы уже увидимся на четвертом ряду. Третий ряд довязали до конца. Очень забавно сейчас выглядит это создание, но ничего, сейчас скоро будет красивый клевый носик. В четвертом ряду нам с вами нужно 6 раз повторить следующую комбинацию. 2 столбика без накида, убавка, и мы в результате получим 18 петель. Все, носик так раскрыли, распушили, теперь закрываем, уменьшаем. Раз, два, первая убавка. Раз, два, вторая убавка. Вам повторить эту комбинацию еще 4 раза, и мы уже увидимся на пятом ряду. Закончили с четвертым рядом. В пятом ряду нам с вами нужно связать следующую комбинацию. Столбик без накида, убавка, и повторить ее 6 раз. В результате образуется 12 петель. Столбик без накида, первая убавка, столбик без накида, вторая убавка. Вы, соответственно, делаете так еще 4 разочка, и мы встречаемся на шестом ряду. Довязали до конца пятый ряд, но я думаю, вы уже догадались, что шестой ряд это будет последний ряд, который мы свяжем у нашего носика. Итак, в шестом ряду 6 убавок, и в результате образуется 6 петель, точнее останется всего 6 петель. Первая убавка, вторая убавка, делаете еще 4 убавки и встречаемся. Доделали убавочки, осталось совсем маленькое отверстие. Отрезаем, отрываем ниточку, оставив небольшой кончик, чтобы закрыть вот это отверстие. Делаем закрепительный узелок. Берем иголочку с большим ушком. Не на камеру вдену. Не на камеру, всегда так быстро вдевается. И собираем оставшиеся петли. Не затягивая, а то петли потом не увидим. Аккуратненько.
собрали и затягиваем. Затянули. Смотрите, какая красота, какой носик классный, клевый. Так, делаем еще закрепительный узелок. Затягиваем. Ниточка у нас уходит туда. Так, все, нужна. И любуемся. Сейчас расправим все здесь. И любуемся нашим очаровательным носиком. Ну, посмотрите. Чудо! Смотрите, какой уже клевый, я не могу, уже такой классный. Все, потом носик у нас еще набьется, но он и так прям форму держит прекрасно. Вот такой красивый носик получился. Так, мы с вами довязали до конца 35 ряд. Сейчас еще вяжем самостоятельно 2 рядочка, 36 и 37, по 40 столбиков без накидов в каждом ряду. То есть еще 2 рядочка вяжете. И мы уже с вами встретимся на 38 ряду. Связали с вами 37 рядов нашего гномика. 38 ряд вяжем следующим образом. 8 столбиков без накида убавка. Повторяем эту комбинацию 4 раза. У нас образуется 36 петель. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Первая убавка. Вам повторить эту комбинацию еще 3 раза, и мы уже увидимся на 39 ряду. Довязали 38 ряд до конца. В 39 нам необходимо 6 раз повторить следующую комбинацию. 4 столбика без накида, убавка. В результате получим 30 петель. Раз, два, три, 4. Первая убавка. Раз, два, три, 4. Вторая убавка. Вам сделать так еще 4 раза, и мы уже увидимся на 40 ряду. 40 ряд вяжем так. 3 столбика без накида, убавка. Повторяем эту комбинацию 6 раз. У нас уже образуется 24 петли. Раз, два, три. Первая убавка. Раз, два, три. Вторая убавка. Вам так сделать еще 4 раза, и мы уже встречаемся с вами на 41 ряду. Мы связали у нашего новогоднего чуда 40 рядов. Сейчас нужно набить игрушечку Синтипуха. Обязательно полюбоваться, какой он папулька получился. Смотрите, какой хорошенький, классный. Не забудьте отдельно набить носик, да? Это вообще наше украшение и очарование. И приступаем к вязанию уже 41 ряда. Вяжем следующим образом. 2 столбика без накида, убавка. Повторяем комбинацию 6 раз. У нас уже образуется 18 петель. Раз, два, первая убавка.
Раз, два, вторая убавка. Вы повторяете эту комбинацию еще 4 раза, и мы уже увидимся на 42 ряду. Закончили вязать 41 ряд. В 42 ряду нам с вами нужно 6 раз повторить следующую комбинацию. Столбик без накида, убавка. И мы уже в результате получим 12 петель. Поднабивайте сейчас гномика, потому что совсем отверстие маленькое. Будет сделать это дальше не так удобно. Так, столбик без накида. Первая убавка. Но на бетенького не так удобно вязать. Ну, терпимо. Столбик без накида. Вторая убавка. Просто помедленнее получается этот процесс. Вам сделать так еще 4 раза, и уже увидимся на 43 ряду. Ну что, нам осталось в 43 ряду сделать 6 убавок и потом просто уже закрыть оставшееся маленькое отверстие. Делаем 6 убавок, образуется 6 петель. Первая убавка. Вторая. Все-таки сделаю с вами вторую. Вторая убавка. Вы делаете еще 4 убавочки, и мы встречаемся. Мы доделали с вами все убавочки. Осталось вот такое кукуська маленькое отверстие. Что мы делаем дальше? В следующую петлю делаем соединительный столбик. И отрезаем, отрываем ниточку, ну кому как удобно, оставив небольшой кончик, чтобы закрыть наше отверстие. Затягиваем немножко. Теперь нам нужно взять иголочку с большим ушком. Сейчас я вдену ниточку не на камеру и вернусь. Все как всегда, не на камеру, очень быстро вделась. Как обычно, кто со мной давно вяжет, да, собираем просто петли. Уже, наверное, знаете, как мы закрываем игрушечку. И не затягиваем, напоминаю, не затягиваем сразу, вот так свободненько. Собрали все петли и теперь затягиваем. Все, делаем закрепительный узелок. Так, думаю, где его сделать поудобнее. Вот здесь. Так вроде не распустится, но не могу, мне спокойнее, когда узелочки. Ну и все, прячем ниточку. Так, кончик там можно будет отрезать. Аккуратненькая головочка у нас получилась. Посмотрите, как все красиво. Посмотрите. Ну что, нам не хватает, конечно же, колпачка и бороды. Сейчас камеру опущу, и мы с вами приступим к вязанию колпачка. Берем ниточку, которой будете вязать головной убор. Делаем кольцо амигуруми. И провязываем в него 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. А сейчас прошу обратить ваше внимание, что весь колпачок мы дальше будем вязать полустолбиками с накидом. И приступаем к вязанию второго ряда. Вяжем его следующим образом. 2 полустолбика с накидом, прибавка. Повторяем комбинацию 2 раза. У нас образуется 8 петель. 1,
2, первая прибавка. Затягиваем колечко, немножечко выворачиваем, как это получится, насколько получится, да. Раз, два и вторая прибавка. Отмечаем последнюю петлю ряда маркером. И вы самостоятельно вяжете третий ряд, просто 8 полустолбиков с накидом. И мы уже увидимся на 4 ряду. 3 рядочка провязали. Приступаем к вязанию 4 ряда. Вяжем его так. 1 полустолбик с накидом прибавка. Повторяем комбинацию 4 раза. В результате уже получим 12 петель. Так, раз. Первая прибавка. Раз. Вторая прибавка. Вы делаете так еще 2 раза, и мы с вами увидимся не на 5 ряду, а на 6. Почему? Потому что вы сейчас довяжете до конца самостоятельно 4 ряд, в 5 ряду просто провяжете 12 полустолбиков с накидом, и уже встретимся с вами на 6 ряду. 5 рядочков провязали, да, не забыли самостоятельно 5 провязать. В 6 ряду нам с вами нужно 4 раза повторить следующую комбинацию. 2 полустолбика с накидом прибавка, и у нас образуется 16 петель. Раз, два, первая прибавка. Раз. Два. Вторая прибавка. Вам повторить эту комбинацию еще 2 раза. И давайте также будем с вами встречаться через ряд. Повторяйте комбинацию 2 раза. Это довяжете 6 ряд. 7 ряд самостоятельно провязывайте 16 полустолбиков с накидом. И мы уже с вами увидимся на 8 ряду. 7 ряд провязали самостоятельно. 8 ряд вяжем следующим образом. 3 полустолбика с накидом прибавка. Повторяем комбинацию 4 раза. В результате получаем 20 петель. Раз. Два. Три. Первая прибавка. Раз, два, три, вторая прибавка. Вы делаете так еще 2 раза. Дальше вяжете самостоятельно 9 ряд, просто 20 полустолбиков с накидом. Ну и до встречи на 10 ряду. 9 довязали самостоятельно, 10 вяжем так. 4 полустолбика с накидом прибавка, повторяем комбинацию 4 раза, и у нас образуется 24 петли. Раз, два, три, 4, первая прибавка. Раз, два, три, 4, вторая прибавка. Повторяйте комбинацию 2 раза. Уже догадались. Дальше 11 ряд вяжете самостоятельно 24 полустолбика с накидом в ряду. И мы с вами уже встретимся на 12 ряду.
11 ряд довязали самостоятельно, 12 вяжем следующим образом. 5 полустолбиков с накидом прибавка, повторяем комбинацию 4 раза, у нас образуется 28 петель. Раз, два, три, 4, 5, первая прибавка. Раз, два, три, 4, 5, вторая прибавка. Вы повторяете эту комбинацию еще 2 раза, и мы с вами уже встретимся на получается, 14 ряду. 12 довязывайте самостоятельно, в 13 вяжете просто 28 полустолбиков с накидом тоже самостоятельно. Да, и до встречи на 14. Надеюсь, 13 не забыли связать самостоятельно. Ну а в 14 ряду нам с вами нужно 4 раза повторить следующую комбинацию. 6 полустолбиков с накидом прибавка. И мы получим 32 петли. Раз, два, три, 4, 5, 6, первая прибавка. Давайте, чтобы время не занимать много, вы продолжите этот ряд до конца самостоятельно, то есть вам еще 3 раза повторить эту комбинацию. Это вы довяжете до конца 14 ряд. 15, соответственно, вяжете самостоятельно просто 32 полустолбика с накидом в ряду. И мы увидимся на 16 ряду. Довязали 15 ряд вы самостоятельно, да? Не забыли. И приступаем к вязанию 16 ряда. Вяжем следующим образом. 7 полустолбиков с накидом прибавка. Повторяем комбинацию 4 раза. У нас с вами образуется 36 петель. Ну а наш колпачок уже очень даже симпатичный. Так. Раз. Два. 3. 4. 5, 6, 7, первая прибавка. Вы делаете так еще 3 раза. Далее вы вяжете 17 ряд самостоятельно. В нем просто провязываете 36 полустолбиков с накидом. И мы с вами уже встретимся на 18 ряду. В 18 ряду нам с вами нужно 4 раза повторить следующую комбинацию. 8 полустолбиков с накидом прибавка, и у нас образуется уже 40 петель. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, первая прибавка. Вы делаете так еще 3 раза. Вяжете 18 ряд до конца. Далее самостоятельно вяжете 19 ряд, просто 40 полустолбиков с накидом. И до встречи на 20 ряду. Еще буквально 3 рядочка, и наша красота будет готова. Вяжем 20 ряд и вяжем его так. 9 полустолбиков с накидом прибавка, повторяем комбинацию 4 раза и получаем 44 петли. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, первая
Прибавка. Вам повторить эту комбинацию еще 3 раза. Дальше самостоятельно еще связать 21 ряд. Соответственно, в нем 44 полустолбика с накидом свяжете. И мы с вами увидимся на 22 ряду. 20 довязывайте, 21 вяжете. И до встречи на 22. Ну что, вяжем последний 22 ряд и вяжем его следующим образом. 1 полустолбик с накидом прибавка и повторяем эту комбинацию 22 раза. В результате образуется 66 петель. Ну, если просто сказать, то через петлю делаем прибавку. Полустолбик с накидом, прибавка. Полустолбик с накидом, прибавка. Ну, давайте еще разочек с вами. Полустолбик с накидом, прибавка. Думаю, понятно. И так до конца ряда. Довязываем до конца и встречаемся. Довязали до конца наш последний 22 ряд. Далее мы с вами завершаем вязание колпачка. Делаем следующую петлю соединительный столбик. И отрезаем, отрываем ниточку, кому как удобно. Она нам больше не нужна. Вытягиваем. Но я все-таки еще сделаю узелочек. Я, как всегда. Вот так. Вот теперь мне спокойней, надежней. Да, эту ниточку можно будет потом спрятать аккуратненько, видно не будет. Итак, бьют барабаны. Барабанная дробь, да? Берем нашего гномика, и самый интересный момент. Мы сейчас примерим нашу красоту. Колпачок. Не знаю, видно вам там или нет. Ай-яй-яй, ой-ой-ой, какая красота. Слушайте, сидит плотненько. Ой, какое очарование. Камера, ну, к сожалению, низковато, не передает. Но это тот момент, когда хочется хлопать в ладоши, потому что колпачок сел идеально. Он не спадает, он плотненько сидит, он смотрится великолепно. Это просто милота. Вот так, без глазок, да? Просто носик, просто колпачок и такое чудо очарования. Все, пытаюсь вам показать, как же мне вам. Вот такая красота. Ну, у вас должно быть то же самое. Какой очаровашка. Сейчас сниму колпачок и приготовлю ниточки, которыми буду делать бороду, и вам покажу. Смотрите, я приготовила несколько отрезков нитей, длину по 45 сантиметров. Рекомендую 43-45. Почему? Потому что это у нас идет двойная длина, чтобы было понятно. То есть берем так ниточку. Ну, я по 2 сразу приготовила, так будет удобно делать бороду. Сейчас поймете. Вот так складываем, прикладываем к самой высокой точке, это где-то у нас над носиком, прям над носиком, и смотрим. Я отрезала ниточки с запасом, чтобы потом подровнять, чтобы борода была вся ровненькая и аккуратная. Вы также отрезаете ниточку на глазок, да, складываете ее пополам, прикладываете и смотрите, устраивает вас такая длина или нет. Смотрите, какой вам надо. Я еще раз говорю, рекомендую где-то 43-45 сантиметров, но это все зависит еще от плотности вашего вязания и от толщины ниточки, с которой вы вязали гномика, да, может быть, он у вас большего размера или меньшего, поэтому на глаз посмотрите, пожалуйста, я просто сказала, какая получается у меня, может быть, кто-то из такой же ниточки вязал. Итак, сейчас вам покажу, как мы это будем делать. Крючок я подбирала как раз под эту ниточку для бороды. Берем сразу 2 ниточки, складываем их пополам и смотрите, сразу такой момент. Рекомендую, так действительно удобнее, начинать с нижней точки, вот с нижней позиции, с нижних точек, откуда вы будете делать бороду. Потому что если вы начнете сверху, да, то вам каждый раз откидывать наверх, смотреть, что тут внизу добавить. Поэтому сначала делаем густенько так внизу и постепенно поднимаемся наверх. Как буду делать я? Я буду делать под носиком. Вот здесь сбоку носика, здесь и здесь. Прям симметрично. И, наверное, вот раз, столбик, 2, где-то вот так. Вот так я вот такую ширину возьму. Просто я вам сейчас на примере нескольких штучек покажу, а дальше будете делать самостоятельно. Вот так.
И потом я пойду, вот самая у меня высокая точка будет, это над носиком. И вот здесь над носиком пройдусь. Ну, а по поводу густоты, опять-таки, кому как нравится, из какой ниточки вы делаете, то есть это уже вот ваша фантазия, ваше творение. Так, что мы делаем? Захватываем, вот прям под носиком, захватываем. Даже, наверное, так, да, под самым носиком. Вот здесь столбик. Видно, да? Захватываем сразу 2 ниточки и, захватив все остальные, протягиваем через эту петлю. Все. И затягиваем узелок. Вот, смотрите, у нас уже такая несчастные такие несколько волосиков, да, но уже 4 получается, да, так все-таки удобнее. По 2 ниточки попробуйте. Так, сейчас еще покажу вам еще разочек. И, собственно говоря, все то же самое дальше делается. Под носиком. Носик отодвинул наш красивый. Столбик. Это котик. Наш новый питомчик. Я в прошлом мастер-классе говорила. У меня муж с улицы подобрал котика. Ну, ему уже 7 лет. Такой с впалыми бочками. Несчастный попался ему. Ну, после смерти моей кошечки. Спустя уже около 2 лет, да, у нас еще котик появился. В общем, извините, это он в туалетик пошел. Не кстати. Прошу прощения, но это ему надо. Так, ну давайте, я даже не знаю, может отключить быстрее. Ладно, давайте еще один покажу, и все. То сейчас еще закапывать будет. Так. 2 ниточки захватываем. Я думаю, что принцип понятен. И вот так. Видно, что делают-то? Все, и, соответственно, понятно, да, я сейчас для симметрии сделаю вот здесь 4. И вообще, когда я буду делать бороду, я буду делать так. Здесь, чтобы потом, ну, не забыть, не смотреть. То есть вот симметрично, лево-право буду идти. Так, вот, закончил. Нет, лево-право буду идти, все. В общем, доделываем бороду. Доделываем бороду. Примеряем колпачок. Еще можно украсить нашего гномика каким-то красивым новогодним декором. В общем, сделаю все и покажу, что у меня получилось. Я доделала бороду у нашего гномика, захватив еще ниже под носиком пару рядочков. Прикрепила вот такие красивые снежинки на колпачок, на варежки. Смотрите, какая красота. И у нас получился самый новогодний, самый волшебный, самый невероятный гномик. Мне кажется, милее гномика просто не найти. Надеюсь, у вас тоже все получилось. Получилось это новогоднее чудо. Ну что, до новых встреч и пока-пока.